Всем привет! Вы на канале 88 клубков, это канал по вязанию, меня зовут Настя. В этом видеоуроке я вяжу модную популярную сумку крючком из шнура. Она уже не первый сезон находится в топе, очень удобная и стильная. Размеры изделия 29 сантиметров в ширину, эффективная глубина порядка 20-21 сантиметра. Изделие связано из разных геометрических фигур столбиком с одним накидом. Мне потребовалось 3 шестигранника и 2 квадрата. В видеоуроке я подробно показываю, как связать шестигранник, квадрат, как сшить детали воедино аккуратным и ненавязчивым швом. Изделие очень модное, необычное, к нему подходят разные виды ручек. На ваше усмотрение, это может быть дерево, кожа, пластик. Ручки могут быть связаны из той же пряжи, из полотна. Очень здорово смотрится плечевой ремень, но это уже на ваше усмотрение. За вами остается выбор пряжи и цвета. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Мне потребуется полиэфирный шнур. Я использую карамель Дольче, цвет шоколадный мусс. В 100 метрах 200 грамм нити. Свой промокод на скидку для заказа материалов и инструментов вместе с ссылкой оставляю под этим роликом в описании. Использовать для вязания буду крючок 4,5 мм, вспомогательные приборы сантиметр и маркеры. И я приготовила ручку на кнопках 44 сантиметра длиной. Можно обойтись без ручки, связав ее из полотна с помощью нити. Набрасываю нить на ладонь, оборачиваю, минуя мизинец, вставляю крючок под нижнюю нить и подхватываю верхнюю. 3 воздушные петли. Первая, вторая, третья. Далее в кольцо буду провязывать столбики с одним накидом. Вместе с подъемными необходимы 12 столбиков. Провязываться будут они попарно, разделены воздушной петлей. Первые 2 воздушная петля готовы. Следующие 2 столбика с одним накидом. Первый, второй. Воздушная петля. Так 6 пар, 12 столбиков в кольцо. Последняя пара и точно так же воздушная петля. Затягиваю нить, насколько это возможно, чтобы сомкнуть круг. Вынимаю крючок. Здесь ввожу крючок в первую кромочную косу. 2 воздушных петли – это основание столбика, и следующая петля кромочная. Увожу петлю туда. Далее делаю с помощью рабочей нити накид, вставляю крючок в соединение, подхватываю уведенную петлю и формирую первый столбик следующего ряда. Основание и воздушная петля. Готово. Во втором ряду будет 6 добавлений. Они придутся на точки, где были провязаны воздушные между парами столбиков в прошлом ряду. Это точка начала. Следующая точка здесь. Их намечаю маркерами для удобства и наглядности. Готово. Обращаю внимание, что добавление в первую точку я сделаю в конце ряда. Поэтому сейчас провязываю 2 столбика на пути к следующему добавлению. Крючок вставляю за обе дужки кромочной косы. Накид. Подхватываю рабочую нить и провязываю столбик с одним накидом. Снова накид, следующая точка за обе дужки кромочной косы. Столбик с одним накидом. Теперь добавление. Удаляю маркер, накид, подхватываю арку
и провязываю столбик с одним накидом. В точке добавления я провязываю столбики через воздушную петлю. Сюда провязывается воздушная петля, чтобы заложить точку добавления на следующий ряд. Накид и сюда же еще один столбик. Вот что получается. Отверстие над отверстием. Снова немножко отодвигаю добавку. Здесь у меня кромочная коса, в которую я должна провязать столбик. 2 столбика между добавлениями во втором ряду. Столбики провязываются один за другим, без воздушной петли, в отличие от точки добавления. Снова накид, подхватываю арку. Первый столбик, здесь воздушная петля между столбиками и второй столбик в арку. Так завершаю ряд. У меня остался последний маркер, это точка начала ряда. Удаляю маркер, накид, в эту арку провязываю столбик с одним накидом. Сюда же был провязан первый подъемный столбик ряда, поэтому между этими столбиками, так как в эту точку добавления, провязываю воздушную петлю и делаю соединение рядов. В первую кромочную косу увожу петлю. Далее проделываю то же самое. С помощью рабочей петли накид, завожу под эту арку крючок, подхватываю петлю и формирую первый столбик следующего ряда. Готово. Снова проделываю то же самое. Для удобства можно маркировать точки, куда я буду провязывать добавление. Но они очень хорошо проглядываются, как небольшие отверстия по полотну. В каждом следующем ряду расстояние между этими точками будет увеличиваться на 2 столбика. Сейчас обращаю внимание 4, далее 6, 8 и так далее. Нахожу первую точку, вставлять крючок буду за обе дужки кромочной косы. Накид, подхватываю петлю и провязываю следующий столбик с одним накидом. Так до следующего маркера. В каждую точку провязываю один столбик. Сейчас уже 4 в этом ряду, 5 и 6 столбик приходится на маркированную точку, то есть под арку. Накид, провязываю столбик. Между столбиками, которые провязаны в арку, не забываю сделать одну воздушную. Снова накид и в эту же точку добавляю еще один столбик. Можно сразу маркировать арку на следующий ряд. Сюда же будет провязано добавление. Как я и говорила, 6 столбиков между добавлениями в этом ряду. Снова накид, нахожу первую точку, вяжу до следующего маркера и так до конца ряда. Я подхожу к завершению ряда, провязываю последний столбик перед маркером с одним накидом. Удаляю маркер, напоминаю каждый раз. В точку начала ряда я провязываю последний столбик, то есть делаю добавление. Накид, завожу крючок под арку, столбик с одним накидом. И между этими столбиками не забываю провязать воздушную петлю. После чего делаю соединение из ряда в ряд одинаково. Так я навязываю необходимое количество рядов, оно зависит от желаемого размера изделия. Здесь все повторяется по аналогии. Напоминаю, можно себя проверить, просчитав столбики между маркерами 4, 6, 8, 10, 12, 14 и так далее. Их количество в каждом ряду будет увеличиваться на 2 столбика. У меня завершается 7-й ряд. Провязываю столбик с одним накидом, точку начала,
прерываю нить, так как это полиэфирный шнур, опаливаю край. Вытягиваю всю длину шнура и делаю незаметное соединение в первую кромочную косу. Увожу нить наизнанку и возвращаю в исходную точку. Края можно спрятать. Таких заготовок деталей мне потребуется 3 для моего изделия. Я уже их подготовила, а вы повторите все то же самое еще 2 раза. И переходим далее. Следующая деталь, которая потребуется, квадрат, вяжется по аналогии. Создаю кольцо. В это кольцо нужно провязать 12 столбиков с одним накидом. Первый подъемный состоит из 3 воздушных петель. Далее накид, следующий столбик и еще один. Столбики для квадрата будут провязаны пучками по 3. Готово. Первые 3 столбика, между пучками 2 воздушные, так как на будущий ряд в это отверстие мне нужно будет поместить аж 4 столбика. Снова накид, 3 столбика с одним накидом. И так до конца ряда мне нужно провязать 4 пучка. Затягиваю плотно кольцо. И в конце ряда не забываю провязать 2 воздушные. После чего соединение, как и при вязании шестигранника. Увожу петлю наизнанку. С помощью рабочей петли делаю накид, подхватываю петлю и формирую первый столбик следующего ряда. Готово. Углы квадрата ярко выражены уже после первого ряда. Точку начала пока не трогаю. Накид, следующая кромочная коса, столбик с одним накидом. Снова накид, еще один столбик. Во втором ряду между добавлениями всего лишь 2 столбика с одним накидом. Эти точки считаю точками добавления. Под арку, где я провязывала 2 воздушные, провязываю сразу 4 столбика с одним накидом, но между парами провязываю воздушные. 2 столбика готовы. Теперь 2 воздушные, закладываю угол на будущий ряд и еще 2 столбика в эту же точку. Попутно ввязываю край начала. Готово. Вот так выглядит угол и угловое добавление. Далее снова по пути к следующему добавлению 2 столбика с одним накидом. Первый, второй. Каждый провязываю в отдельную точку для провязывания. И снова добавка. Здесь угловая точка. В нее провязываю сначала 2 столбика. Первый, второй. Далее 2 воздушные. 1, 2. И еще 2 столбика. Так завершаю второй ряд. И на конец ряда приходится последнее добавление. Накид. Провязываю 2 столбика с одним накидом в эту точку. Далее 2 воздушные петли. И завершаю угол, провязываю еще один столбик с одним накидом, так как первый столбик этого добавления был провязан в начале ряда. Здесь уже между этими столбиками я не провязываю воздушных петель, а сразу вытягиваю нить и делаю соединение. Вставляю крючок в соединение после того, как сделаю накид с помощью рабочей петли и подхватываю введенную петлю. Формирую первый столбик следующего ряда. Готово. Он не приходится на угловую точку, а идет как самостоятельный столбик в точку провязывания. Поэтому делаю накид и двигаюсь к следующей добавке, то есть к следующему углу. Второй столбик ряда, 3, 4 и 5.
После 5-го столбика у меня снова угловая точка. Здесь по аналогии 4 столбика с одним накидом, но между парами провязываю 2 воздушные. Здесь 1, 2 и еще пара столбиков. Так навязываю необходимый размер, то есть рядность. Завершается третий ряд также добавлением. На углу провязываю 2 воздушные и еще 2 столбика в угловую точку. Первый, второй. Далее немного вытягиваю петлю и делаю соединение. Увожу петлю наизнанку. Все идет точно так же, как и в шестиграннике и в предыдущих рядах по квадрату. Вывожу первый столбик следующего ряда. Готово. Он точно так же не совпадает с угловой точкой, немножко сдвигается. Продолжаю вязать, мне потребуется еще один ряд. Следующая деталь готова. Таких квадрата мне потребуется 2. У меня 4 ряда в квадрате. Между отверстиями каждый последующий ряд отличается от предыдущего на 3 столбика. Здесь 3 столбика между отверстиями. Далее 6, 9 и 12 столбиков. Размеры заготовки. 12 сантиметров по сторонам квадрата. По сторонам шестигранника точно так же 12 сантиметров. Несмотря на то, что здесь между отверстиями у меня 14 столбиков. Здесь я их все равно состыкую. За счет более выраженных углов здесь у меня по 2 воздушные провязаны, здесь по 1. Итак, перехожу к сбору сумочки. На первом этапе последовательно сшиваю шестиугольники, прокладываю 2 коротких шва. Вы можете проложить шов любым способом. У меня соединительные петли. Ввожу новую нить и нахожу соответствующие точки. С одной стороны полупетля, с другой стороны полупетля и формирую первую петлю. Готово. Снова то же самое. 1, 2 петля и соединительная. Подтягиваю нить начала. Ее впоследствии спрячу. Так далее. Петля за петлей от угла к углу. Прокладываю 2 шва. По окончанию швов подкорачиваю нить с небольшим запасом и вытягиваю ее полностью. Далее складываю заготовку пополам. 2 квадрата впишутся с недостающих по форме сторон. Здесь ввожу точно так же новую нить. Одну деталь убираю в сторону. Шов пройдет по всем сторонам квадрата, от угла до следующего угла по другой стороне. Точно так же соединительными петлями подхватывая полупетлю с одной и с другой стороны. Первый стежок готов, подтягиваю нить. Далее аналогично. В угловой точке должно быть совпадение. Здесь у меня первая петля угла и петля угла шестиугольника. И теперь в эту же первую петлю угла вставляю крючок повторно и ввожу крючок в петлю, которая закончила шов между 2 деталями. И также провязываю соединительную. Все, теперь следующая петля. И с этой стороны тоже следующая петля. Хвостик окончания сшивания также подхватываю. Здесь петля растягивается. Я подхватываю нить и
увожу. Скорее всего, здесь закончился у меня шестиугольник, поэтому петля так растянулась. Все, поправляю и продолжаю. Полупетля с одной стороны, полупетля с другой. Так завершаю швы, состыковывая углы в нужных точках. У меня завершается вшивание первого квадрата, и в конце ряда мне нужно собрать вместе все три угла: угол квадрата и два угла от шестигранника. Поэтому подхватываю крючком все три точки. Провязываю последнюю соединительную. Здесь подкорачиваю нить, и нужно сделать последний стежок, чтобы имитировать завершение шва. Вытягиваю, вставляю крючок в боковую часть шестигранника с одной и с другой стороны, увожу нить туда и возвращаю ее в исходную точку из той петли, из которой она выходила, на изнанку, после чего можно спрятать этот край нити в швах. Далее точно так же вшиваю и второй квадрат. Сумка получилась среднего размера, у меня затрачено 400 грамм шнура. Сюда подойдут любые ручки на ваш вкус. Это может быть дерево, пластик, можно связать ручки из той же пряжи. Подойдет полукруг, прямоугольник или квадрат. У меня наиболее простой вариант ручек. Кожаные ручки на кнопках, отверстия для их крепления уже предусмотрены за счет вывязывания шестиугольника. Очень простой и практичный вариант. Можно отстегнуть ручки и стирать изделие в стиральной машине. Если связать плечевой ремень и закрепить его в отверстия боковые шестиугольника, то сумка приобретет необычный вид и форму. Следующим образом. Размеры моего изделия: ширина 27-28 сантиметров, глубина 33 сантиметра. Очень практичная, стильная и необычная. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!